С музеем вообще это отдельная история, я бы сейчас не хотел ее затрагивать, я имею в виду якобы поддельными картинами, это отдельно можно целое расследовательское делать. Очень просто делали. Указали, что я подарил среди 10 тысяч вещей 3 картин, которые сначала были указаны, что они правильные, потому что они имели документы о их подлинности от русских, советских, выдающихся ученых, здесь живущих еще. Один умер, поспел. Комиссия определила, взяли. Потом, когда строился музей для меня в Ростове, они украли деньги, нужно было это замять, и подняли скандал, указывая и показывая документы из какого-то провинциального города России, который исследовал эти картины и говорит, что они фальшивые. Депутат в Ростове подал в суд. Суд определил Гречников, да, что картины никогда не были вывезены в это... Они не покидали здание музея, да? Не покидали. Так что эти документы ощущались фиктивными. Судебное дело продолжается, и директор сейчас под следствием. Даже если они были бы фальшивые, почему делать скандал? Я им подарил 10 тысяч вещей, на которых можно заполнить целое здание. Серебро, фарфор, гравюры, картины. А тут скандал из-за 3 картин. Потому и следствие продолжается. Но, к счастью, в России, даже если их в законе укажут виновными, то никакого наказания и исполнения не будет. Я просто хочу добавить, что когда вы сказали о том, что музей для меня, на самом деле, музей не для вас, а музей для всей семьи Лобановых-Ростовских. Ну даже если это был бы для меня, я же дал весь товар. Ну конечно, конечно. Дал, не продал. Кто вы, товарищи, что-нибудь дали России? А я давал во время Советского Союза, перестройки и сейчас. Кто из белой эмиграции что-то сделал для Советского Союза? Да, барон Фольксвейн – это изумительный пример. Ну, это, наверное, еще одно Он исключение. собственноручно уговорил весь Олимпийский комитет голосовать за молодежные Олимпийские игры в Советском Союзе. Без него это бы не произошло. Только его личность, обаяние, возможность уговорить всех проголосовать за СССР. Вот это огромное достояние белого иммигранта. Это удивительный И человек. не чекиста, Да. а просто порядочного человека. Он же через всю жизнь сохранил любовь к России. Да. И очень любил по-русски говорить. Хотя он... С немецким акцентом. Да, но он и был наполовину немцем. Да, совершенно. Он же родился в России, но все равно да. у него немецкие корни. Да. То есть для него это естественно да. говорить на немецком.